Привет! Отвечу на вопрос, можно ли есть вот эти овощи на кетогенной диете. Давайте это обсудим, потому что тут есть путаница. Мы поговорим о свёкле, моркови, горохе и помидорах. Еще я добавлю в список картофель, кукурузу и артишоки. Они тоже из этой категории. Начнем со свёклы. В ней очень много калия. 442 миллиграмма калия на стакан. Все эти числа на стакан. Еще в ней содержится 13 грамм углеводов, из них 9 грамм сахара. Количество сахара гораздо важнее количества углеводов, потому что количество сахара должно быть очень-очень низким. Если в продукте много углеводов, они все равно могут превращаться в глюкозу очень медленно, если клетчатки много. Но если много именно сахара, он превратится в глюкозу очень быстро. И неважно, сколько там клетчатки, хотя она смягчает процесс. В свекле 9 грамм сахара, и это много. Белка 2,2 грамма, зато клетчатки 3,8. Клетчатки довольно много, она поможет смягчить сахар. Но вопрос, нужно ли есть свеклу? Если вы пытаетесь войти в кетоз, возможно, не стоит. Однако, если вас, как и меня, устраивает ваш вес, то можете спокойно есть свеклу. Этот овощ очень полезен для печени, в нем много питательных веществ. Свекла хорошо чистит желчный пузырь. Но если пытаетесь войти в кетоз, свеклу все-таки лучше не есть. Морковь. 195 миллиграмм калия. Напомню, калий нужен для снижения инсулина, так что калия нужно много. Смотрите, углеводов 6 граммов. По сравнению со свеклой довольно мало, вдвое меньше. 2,9 грамма сахара. По сравнению со свеклой очень-очень мало. Белка не очень много, клетчатки вдвое меньше. Так что на кетогенной диете морковь вполне допустима. Вряд ли от нее у вас будут серьезные проблемы, потому что сахара и углеводов довольно мало. К тому же в ней есть клетчатка, так что моркови можно не сторониться. Далее, горох. В принципе, обычный горох. В нем 354 миллиграмма калия. Это довольно много. 21 грамм углеводов. Тоже довольно много. 8 грамм сахара. Много. И посмотрите на белок. Его там 8 граммов. Надо же, как интересно. Слышали о гороховом белке? Вот так. О морковном белке столько не говорят. Еще в горохе 7 грамм клетчатки. Довольно много. В общем, от гороха я бы держался подальше, потому что в нем много сахара. Помидоры. 292 миллиграмма калия, 4,8 грамма углеводов. Это немного. Меньше, чем в моркови. 3,2 грамма сахара. Довольно мало. Это чуть больше, чем в моркови. Помидоры, пожалуй, употреблять лучше, чем свеклу, морковь и горох. С морковью практически ничья, но сахара в помидорах довольно мало. Еще в них 1,1 грамм белка, 1,5 грамма клетчатки. Не так много клетчатки, как в горохе, но все же немного ее там есть. Опять же, почти как в моркови. Так что я бы сказал, что помидоры на кетогенной диете можно. Из рассмотренных морковь и помидоры можно, а вот свеклу и горох не стоит, пожалуй. А вот в картошке 897 миллиграмм калия. Это просто невероятно много. Еще там 37 грамм углеводов. Много. Но посмотрите на это. 1,7 грамма сахара. Это мало. Но мы знаем, что такой крахмал превращается в глюкозу быстрее, чем нам бы хотелось. 4,3 грамма белка. Это немало. Но зато смотрите, 4,7 грамма клетчатки. Так что картошка, хотя в ней много калия, вот в чем беда. Число 37. И это реально проблема. Углеводов гораздо больше, чем в помидорах или моркови. Зато мало сахара. Если у вас есть маленькие дети, картошка им хорошо подойдет. Давайте им сладкий картофель, ямс, красный картофель, обязательно органический. Как еда, картошка неплохая, но она может замедлить похудение. Далее, кукуруза. 476 миллиграмм калия. Довольно много. 123 грамма углеводов.
Вот почему кукуруза нас не устраивает. Кроме того, вся кукуруза — ГМО, нам этого не надо. 1 грамм сахара — неплохо, но все же сплошной крахмал. Я очень удивился, что в кукурузе 16 грамм белка. Верится с трудом, но вот такое число приводит источник. Данных о клетчатке нет, но кукурузный белок, даже не знаю, по-моему, ерунда какая-то. Артишоки. В артишоках целых 644 миллиграмма калия. Они занимают 2-е место после картошки. Углеводов в них 26,9 граммов. И это очень много. По количеству углеводов в этом списке артишок стоит сразу после картошки. Это очень много углеводов на стакан. И смотрите, 14 грамм сахара. Артишоки — это худшая еда на кетогенной диете. Не ешьте их. 3 грамма белка, 2,4 грамма клетчатки. Я рекомендую остановиться на моркови и помидорах, а остальное из этого списка есть не стоит. Вот и все. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч.